Джефф Томпсон — культовая фигура. Писатель, режиссер, сценарист, последователь Шри Ауробиндо, мастер боевых искусств, основатель Британской ассоциации боевых искусств BACI. В свое время сам Чак Норрис пригласил его для проведения совместных семинаров в США. Однако Томпсон считает главным своим достижением духовный опыт, который он накопил в противостоянии со своими страхами. Для тысяч людей знакомство с Джеффом стало отправной точкой, после которой их жизни изменились к лучшему. Сегодня Джеффу Томпсону 63 года. С самого детства он занимался восточными единоборствами и достиг на этом поприще выдающихся успехов. Несмотря на это, многие годы он ощущал страх перед насильственной конфронтацией, от которого так и не смог избавиться, практикуя карате. И тогда Джефф устроился работать вышибалой в ночной клуб. Впоследствии, по мотивам его книги, об этом был написан сценарий и снят фильм, в котором главную роль сыграл Рэй Уинстон, номинированный за нее на премию «Бафта». Кроме того, обобщив опыт реальных уличных стычек, Томпсон создал собственную концепцию самообороны «Стена», которая принесла ему всемирную известность. Уникальная техника защиты в реальной жизни включала удержание рук перед собой в неугрожающей манере, чтобы защититься в случае обострения ситуации, но без провокации дальнейшего насилия. Со временем интерес Джеффа сместился от физической самообороны к самообороне духовной. На его счету более 60 книг, в которых он обобщает свой опыт изменения сознания и борьбы со страхами. Томпсон — признанный духовный лидер и тренер по обучению техникам психологической самопомощи. В специальном интервью Джефф делится со зрителями Хаксли уникальным опытом познания мудрости и прощения, преодоления страхов и обретения цели. Внешне я мог казаться уверенным в себе, сильным и даже жестоким. Однако правда заключалась в том, что внешняя агрессия помогала мне скрывать страх и неуверенность, которые были у меня внутри. Я искренне считал, что весь мир настроен против меня. Меня повсюду окружало насилие, больше я не замечал ничего другого. Но однажды я задался вопросом, почему так происходит? И тогда я понял, что причина не во внешнем мире, она во мне. И это стало началом большой и упорной работы над собой. В первую очередь, я постарался изолировать себя от всего, что культивировало насилие. Я перестал читать жестокие книги, смотреть жестокие фильмы, прекратил поддерживать разговоры о насилии. Я целенаправленно начал формировать абсолютно иной уровень восприятия себя и окружающей действительности. И таким образом я постепенно стал избавляться от неуверенности и страхов. Мы с вами такие, каким воспринимаем этот мир. Наше восприятие — живое, творческое. И наша жизнь является его прямым отражением. Сегодня в моей жизни больше нет места насилию, потому что для него нет места в моем мышлении. Когда вы начинаете относиться к миру с любовью и состраданием, ваша реальность меняется. Вслед за мышлением в лучшую сторону изменяется и окружающий мир. Я часто слышу возражения в свой адрес. Некоторые люди указывают мне на то, что насилие в мире объективно существует. Даже если ты работаешь над собой и не склонен к насилию, то все равно не исключена ситуация, что на тебя кто-нибудь нападет. И тогда тебе все равно придется проявить агрессию для того, чтобы защищаться. Конечно, такое в жизни случиться может. Но весь фокус в том, чтобы никогда не допускать даже мысли о возможности подобной ситуации, не представлять себе ее, не формировать образ о ней в своем сознании. Я никогда не позволяю увлечь себя размышлениями о насилии и конфликтах, потому что как только я задумаюсь о чем-то подобном, вокруг меня начнет возникать соответствующая этим умонастроением действительность. Я твердо убежден, что на мир следует смотреть с достаточно большой долей отстраненности. Как на фильм в кинотеатре. Ты являешься обычным зрителем и просто наблюдаешь за тем, что происходит на экране. Можешь ли ты как-то изменить то, что происходит на экране? На уровне экрана однозначно нет. Для этого тебе нужно переснять весь фильм заново, но у нас нет возможности переснять мир. Ну, или еще ты можешь, наверное, попытаться что-то сделать с проектором. В любом случае, стоит осознать одну очень важную вещь.
Свет, проходящий через проектор, может проецировать на экран только то, что есть на пленке. На нем не может появиться больше ничего другого. Вас может что-то не устраивать или, наоборот, привлекать в окружающем мире. Но изменить это можно только одним способом — начать изменение самого себя. Вы должны бороться за себя со своими страхами и предрассудками, шаг за шагом отвоевывая у них свою собственную внутреннюю территорию. Это то, что пророк Мухаммед называл «внутренний джихад» или «джихад сердца». Борьба со своими пороками и духовным несовершенством — это единственно возможный путь к гармонии с собой и окружающим миром. Моя жизнь радикально изменилась не потому, что я изменил мир, а потому, что я изменил себя. В детстве со мной произошел неприятный инцидент с моим учителем, связанный с интимными отношениями. С этой травмой мне пришлось жить долгие годы, и вот однажды, уже будучи взрослым, я случайно встретил этого человека в кафе. Я вновь почувствовал себя слабым и абсолютно беззащитным перед ним. Как поступить? Следует ли отомстить ему за всю ту боль, которую он мне причинил? У меня для этого были все физические возможности. Однако неуверенность и страх сковали меня психологически. Я не мог заставить себя встать и подойти к нему. Мы находились рядом, но мне казалось, что между мной и моим обидчиком миллион миль, которые невозможно преодолеть. Что делать? Конечно, я мог бы просто уйти, никто бы не заметил этого, не увидел бы моего страха. Но какое-то глубинное чувство все-таки не позволило этого сделать. Внутренний голос сказал: «Будь смелым, не бойся». Я подошел к нему, но сперва он не узнал меня. И тогда я произнес: «Когда я был ребенком, ты принудил меня к определенным действиям». Он резко вскочил, на его лице отразилась буря эмоций: гнев, страх, отрицание. Я легко мог бы уничтожить физически человека, который когда-то причинил мне страшную боль. Но к этому времени я слишком хорошо изучил язык насилия и понимал, что с его помощью не смогу изгнать демона, который живет внутри меня. Единственное, что могло навсегда освободить меня от страха — прощение. Поэтому я велел ему сесть и продолжил: «Ты погубил меня, когда я был ребенком, но я хочу, чтобы ты знал, я простил тебя». Мои слова оказались для него полной неожиданностью. Видно было, что он как-то сломался. Через несколько лет мне попалась на глаза новость, в которой сообщалось, что этот человек повесился в отеле. Что я почувствовал, когда узнал о случившемся? Сочувствие, глубокое сочувствие. Эта история помогла мне осознать, что страх — иллюзия. Единственное дыхание, которое у него есть, то, которое даем ему мы. У нашего пребывания на планете Земля есть смысл. Мы приходим в мир, чтобы развиваться и учиться. Говорят, в нашем мире судьба разумного существа настолько непроста и сурова, что даже Будды приходят сюда, дабы совершенствоваться. Поэтому, находясь в эпицентре самых тяжелых испытаний, мы не должны забывать о том, какова их цель. Наши проблемы — это нечто намного большее, чем просто часть жизненного процесса. Я живу на Земле вовсе не для того, чтобы пребывать в постоянном поиске счастья. Я здесь для того, чтобы учиться и духовно расти. Ощущение счастья — естественный побочный эффект этого процесса. Тьма превращается в свет, невежество — в знание, страх — в осознанность. Радость от полноты существования приходит после осознания этой истины и воплощения ее в жизнь. Множество раз я убеждался в этом на личном опыте. В мире все взаимосвязано, поэтому каждый из нас в ответе за происходящее. Каждый, кто распускает сплетни, хулиганит, осуждает других, ведет себя агрессивно, несет эту ответственность. Вы можете сколько угодно оправдывать себя, свои безобидные, как вам кажется, сплетни, свои скрытые пороки. Но если вы осознаете, как в действительности устроена наша реальность и ее непреложные законы, то поймете, что у всего есть последствия.
Все наши мысли, слова и поступки добавляются к общему кармическому счету, по которому рано или поздно приходится платить каждому. При этом важно понимать, что карма действует не только на индивидуальном уровне, но и на уровне коллективном. Поэтому никто из нас не может быть исключен из этого кармического закона. Если всего лишь один житель деревни решит отравить колодец, из которого пьют ее обитатели, то погибнут все. Если один человек начнет чистить этот колодец, принесет пользу всем людям, они станут пить более чистую воду. Вот почему я стараюсь приносить пользу своими мыслями, словами и делами. Пример того, что доброта не противоречит твердости и несгибаемости, показал Ганди. Он сформулировал принципы ненасильственного сопротивления, отказа от участия во всем, что является несправедливым. И таким образом ему удалось изгнать Британскую империю из Индии, не прибегая к жестокости и насилию. На этом пути Ганди продемонстрировал удивительное сочетание мудрости, веры в свою правоту и огромного мужества. Он напомнил британцам, что они хозяйничают в чужом доме. У колониальной администрации во всей Индии было около 100 тысяч государственных служащих против 350 миллионов индийцев. И если неподчинение колонизаторам будет не насильственным, но тотальным, они ничего не смогут с этим поделать. В результате Ганди смог поставить на колени самую могущественную на тот момент империю в мире. Я рад, что могу честно признавать свои слабости и мобилизовать свою силу воли на борьбу с ними. Конечно, как и все люди, я часто падаю. Но, к счастью, это происходит все реже, и продолжительность каждого падения становится все короче. Я стараюсь быть добрым, любить людей и проявлять сострадание к ним. Для этого мне потребовалось немало усилий и самодисциплины. Я прочел огромное количество книг и понял, что наша душа считывает их как штрих-код. Не страшно, если вы не все понимаете, когда изучаете духовную литературу. Ее свет и мудрость все равно будут работать внутри вас. Точно так же вы можете не понимать механизм действия пенициллина, но ваша болезнь прекрасно его поймет. Фома Аквинский говорил, что корень зла в порче духа и свободы. С юных лет я страдал депрессией, но каждый раз, когда я пытался ее преодолеть, выйти за привычные рамки, передо мною непреодолимой стеной вставал страх. Я попросту боялся жить. В результате во мне годами копилась какая-то нереализованная жажда чуда, огромная творческая энергия, выхода которой не было. До тех пор, пока однажды я не решил противостоять этому. В тот момент откуда-то сверху мне пришла идея записать все свои страхи и составить из них пирамиду. В основании пирамиды самые маленькие страхи, на вершине самые большие. Я взбунтовался против страхов и со временем накопил определенный опыт непримиримой войны с ними. А потом я осознал, что не одинок, что в мире наверняка много людей, которые находятся в депрессии. Я подумал, когда у меня получится найти решение, как справиться с собственными страданиями, я обязательно расскажу об этом другим. И с некоторых пор именно этому я посвятил свою жизнь. Об этом я пишу книги и сценарии для фильмов. Однако вовсе не считаю себя источником мудрости. Если этот рассказ вдохновил вас, поддержите видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые истории. И обязательно напишите в комментариях. Согласны ли вы, что прощение — это сильная энергия, и она может изменить нашу жизнь?